утро, ребята. Ну что, я начинаю свой завтрак. Сегодня хочу сделать себе кашку овсяную первого сорта. Сейчас я ее сварю на молоке. И потом добавлю клубнички и баночек. В общем, все простенько сделаю. Сейчас 8 часов утра, я встала рано. Так что особо там морочиться не хочется. А пока выпью сейчас витаминочку свою. Ну что, у меня все готово. Там у меня овсянка с молоком, банан, арахис покрошила и, конечно, клубничка. Естественно, мой любимый цикорий с молоком. Все, пойду я кушать, буду собираться и ехать по делам в город. Сейчас пойдем с мамой менять мне паспорт. Уже сделала новую фотографию. Я вообще не ожидала, не хотела особо фотографироваться сегодня. Ну, не знаю, вроде бы нормально получилось. Тут такая взрослая тетя. Тут такая малолетка. Фотография вроде бы побольше будет. Не знаю. Все, я наконец-то пришла домой. Ноги гудят невероятно. Мы столько находились с мамой. Еще после вчерашней тренировки на ноги это вообще с ума сойти можно. Боже мой, я не знаю, как вы делаете в своих городах, там, странах, где вы живете, не знаю, паспорта, но у нас это что-то невероятное, я не ожидала. Приходим мы, в общем, с мамой туда в паспортный стол. Там невероятная очередь, люди, оказывается, занимают там очередь с часу ночи, приезжают туда на такси, где-то там ночуют у знакомых, чтобы встать в очередь, записаться в какой-то список, и стоят там в этой очереди, ждут своей очереди, чтобы поменять паспорт. В общем, это с ума сойти. Мы думали, гадали, что делать, потом нашли каких-то знакомых там, у всех спрашивали. В общем, оказалось, нужно было просто какому-то дяденьке там всунуть 50 гривен, и все тебе будет готово. В общем, у нас всегда так. Конечно, у всех, наверное, так в городах, и это все государственные вот эти учреждения. Я вообще по всем этим местам боюсь ходить как-то, особенно, взятки давать, это вообще, это я ничего не умею. Я бы там вообще заблудилась где-то. Короче, я с мамой за ручку ходила паспорт менять себе. В общем, вообще анекдот, конечно. Короче, мне завтра надо будет туда прийти в 10 часов утра, забрать свой паспорт новенький уже, с новенькой фамилией. Это фотография, которую мне пришлось сделать. Я как-то вчера вечером пыталась сделать фотографию из тех, что у меня были, красивые, когда меня фотографировали когда-то. То, что мне действительно нравится. Что-то сделала, намутила, в общем, сказали, что она не подходит как-то по размерам или что. Пришлось там на месте фотографироваться. А я как бы, не знаю, особо с немытой головой там вообще не ожидала, что меня будут фотографировать с этими яркими губами. Вообще, что-то там намутила, какая-то фотография. Ладно, фиг с ней, короче. Мне все равно надо будет, когда там 25 лет вроде бы, да, меняют еще раз фотографию. В общем, ничего страшного, поменяем. Да и то это все ерунда полная. Короче говоря, все, пришла я домой. Сейчас, наверное, перекушу каким-то бананчиком, потому что ходили мы, может быть, часа 3 или сколько-то там, не знаю. Перекушу бананчиком. Сейчас там купила немножечко продуктов, сейчас покажу каких. В общем, купила я свой любимый творожок у своей любимой тетеньки, здесь килограмм. Потом купила пленку пищевую, она мне закончилась. Я сегодня намерена делать какие-то обертывания. И, кстати, хочу вам сегодня снять видео по этому поводу. Свои любимые рецептики обертывания. Да, сегодня сниму, наверное. Надеюсь. Потом закончились у меня семена льна. Купила. Буду в кашу добавлять или в салаты. Дальше. Купила я, хочу попробовать вот эту кашку булгур. Если честно, первый раз буду пробовать. Даже не знаю особо, как ее готовить. Не знаю, сегодня или завтра. В общем, на этой неделе обязательно попробую что-то с этой кашки. Кстати, если вы знаете какой-то интересный рецепт, обязательно напишите, будет интересно попробовать. Купила, в общем, спагетти. Это цельнозерновые. Всегда смотрите, чтобы было написано из твердых сортов пшеницы. Хочу сделать тоже из каких-то дней, там, с морепродуктами. Мне очень понравилось, я как-то делала из... В общем, я покажу. Ладно, все, буду сейчас есть, наверное, бананчик. Покушаю бананчик один и там чем-то займусь интересненьким. Так, начну готовить себе уже обед. Диме я сварю куриную грудку, он у нас по грудкам. А сегодня хочу сделать такие отбивные из филе индюшки. Сейчас мелко ее нарежу и немножко отобью моим топориком. Покажу, в общем. Осталось у меня немножечко чечевицы здесь.
Не знаю, на меня, может, хватит. Я совсем немножко ее хочу, больше овощей все-таки добавлю. И еще один такой момент. Сейчас покажу классный рецепт. В общем, когда я сделаю эти отбивнушки, отобью их, я их обваляю с яйцом в мелкой-мелкой такой овсянке. Я ее сейчас еще немножко измельчу в блендере, чтобы она вообще была помельче, конечно. И вообще это очень вкусно получается. Немного обжарить на сковородке, это минимум с маслом. И очень вкусно получается. Ну что, у меня уже все готово. Как видите, где-то кашки у меня получилось 2 столовые ложки. Не сильно много я хотела добавлять. Салата, конечно, больше, где-то в 2 раза. И отбивнушка, да. Так, ну что, я решила сейчас снять видео. Сейчас буду снимать про мои обертывания. Там у меня уже куча хлама лежит. Здесь мой свет стоит, здесь тоже. В общем, творческий процесс идет полным ходом. Хочу сейчас сделать обертывание. И, кстати, КВЯ, я нашла ее. Я ее нашла. Так что сейчас делаю скраб. Тут соль и мед. А потом буду делать обертывание такое. Потом пленочкой болтаюсь. И потом уже, когда это все смою, массаж сделаю маслом. И вот этой вот штучкой воспользуюсь. Все, пошла я. Хочу сейчас сделать небольшой перекусик. Черешню здесь почистила немножко. И клубнички. А то они там лежат в холодильнике, скучают, никто их не ест. В общем, сейчас немножко перекушу. Кстати, по поводу чая. Вы меня спрашивали, я вам что-то так и не рассказала. Сейчас хочу сделать чай. В принципе, я в последнее время только так его и делаю. Вместо сахара я добавлю сюда на этот чайничек. Здесь, честно говоря, не знаю, может быть литр помещается, кто его знает. В общем, добавляю где-то 2 чайные ложечки стевии. Вы уже, наверное, в курсе, что такое стевия, да? Я уже 100 раз о ней говорила. Это такой натуральный сахарозаменитель, обычная трава. В общем, сейчас покажу. Так, потом сюда добавлю я чай. Это мы привезли его с Карпат. Здесь такая сборная солянка, да, малина, ажина, зверобиль. В общем, тут на украинском написано. Мята, травяная. В общем, такой успокаивающий, как нам сказали. И потом уже в сами чашечки я добавлю черный чай обычный, потому что все-таки травяной вкус есть травяной вкус. И я люблю просто как немножечко добавлять его сюда в обычный черный чай. Так что сейчас заварю в чайничек все. Так, ну что, уже пора готовить ужин. Сейчас уже 8:30. И сейчас делаю самые обычные сырнички, которые я всегда делаю. Здесь у меня творог, упаковочки по 200 грамм. Да, по 200 грамм. Правда, это 0%, это 2, но ничего страшного. Одно яичко. Здесь у меня протеин мой. Где-то грамм, сколько тут грамм? 40, может быть. Где-то 40 грамм, да, протеина. Потом немножко добавлю кефира, буду смотреть, соды чайную, пол чайной ложечки и немножко манки. Сейчас, честное слово, не знаю особо в пропорциях, буду смотреть по консистенции, как оно будет выглядеть. Пока у меня здесь 2 вида творога, вот таких покупных, брикета, решила я провести тут химический эксперимент. Этот, значит, у нас украинский. Желтенький такой, который я всегда покупаю, 0%. А это я купила в белорусском магазине у нас отдельный. То есть тут у него 2% жирности. Так, значит, что мы делаем? Берем обычный йод и проверяем, где, в каком твороге есть крахмал. Если есть крахмал, значит, это практически подделка. И ничего полезного в этом твороге нет. Первый пошел синенький творог белорусский. То есть творог не окрасился в синий цвет. Если бы он окрасился в синий цвет,
там был бы крахмал. Значит, творог белорусский хороший, значит, нет там крахмала. Пошел второй, наш украинский. И это тоже хороший. Блин, я думала, хоть кто-то будет синеньким, я покажу, какой он должен быть. Попробуйте такой эксперимент, похимичьте. Я вон уже вся в этом йоде. Так что все, можно есть и не переживать. В общем, по сути, должна получиться вот такая вот вязкучая консистенция. Господи, да. И то, очень важный момент — лепить сырнички именно мокрыми руками, чтобы они у вас не прилипали. Иначе это вообще чума будет какая-то, морока, и это будет просто ужас. Лепим мокрыми руками и наверняка, чтобы они не пригорали. Я еще, бывает, отдельно высыпаю в тарелочку немножко манки, и когда уже слепила мокрыми руками сырничек, я обволакиваю его со всех сторон и уже потом кладу на сковородку. По поводу сковородки. Я жарю на масле немножечко, совсем где-то пол столовой ложки где-то масла кладу на сковородочку. Сковородка перед этим должна быть очень раскаленная. Тоже масло немножко должно полежать на сковородке, нагреться. И только на раскаленную сковородку, чтобы она не была прохладной такой, да, мы кладем именно готовый сырничек, чтобы он не пригорел. И все очень просто, пробуйте. Вот моя красота получилась. Здесь у меня рядышком чаек. Немножко добавила сметаны в центр и клубничка. Конечно, буду ее есть без этой травы. Пошла я есть свои сырнички, потом смою свое обертывание и все, баиньки. Завтра мне рано опять вставать, идти за паспортом. Очень надеюсь, что завтра попаду на тренировку, потом на обратном пути. Так что встретимся с вами завтра. Всех целую. Пока!